Друзья, огромный привет всем, кто смотрит мои видео. Сегодня делюсь очень интересным, красивым и вкусным рецептом торта под названием «Совиный глаз». Шикарно смотрится в разрезе, поэтому не нуждается в дополнительных украшениях. Сверху и внизу нежные воздушные коржи с какао. Внутри тонкий бисквитный рулет с маковой начинкой и нежное желе вокруг. Рецепт этого торта из моей тетрадки. Попал ко мне еще в студенческие годы. Искала в ютубе, такой рецепт не нашла. Вот делюсь с вами. Пеку его не часто, по самым большим поводам. Все, кто его пробовал, безразличным не остался. Шквал эмоций вам обеспечен уверенно. Торт будет огромным, по величине самого стандартного глубокого большого противня для духовки. Надо 11 яиц, литр сметаны для крема и стакан сметаны для кофейных коржей, сахар, маковая начинка, тут полкилограмма уже готовая, еще 3 столовых ложки какао и 5 столовых ложек 50 граммов желатина. Нужен пергамент обязательно. Ну и, конечно же, мука. Сода, уксус. Подробный перечень всех продуктов вы найдете в описании под видео. Заливаю стаканом прохладной кипяченой воды, желатин отставляю пока в сторону, пускай набухает. Далее займусь приготовлением бисквитных рулетов. Для одного бисквитного рулета надо 2 яйца. 2 яйца хорошо взбиваю миксером, чтобы они посветлели и побелели. Не забудьте добавить щепотку соли, это обязательно, так лучше белки взбиваются. Венчики и миска должны быть идеально сухими, когда взбиваем яйца. Добавляю теперь, когда яйца взбитые, 2 столовых ложки сахара и хорошо размешиваю. Тогда добавляю уже 2 столовых ложки с горкой муки. Все перемешиваю, чтобы мука равномерно распределилась. И это получается у меня уже готовое тесто для одного бисквитного рулета. На противень застилаю пергамент и разравниваю тонким слоем тесто. Отправляю в духовку 180 градусов, никуда не отходим. Буквально 10 минут и этот тонкий бисквитный рулетик уже готов. По краям он зазолотился и сразу же вынимаем. Маковую начинку визуально делю на 4 части, потому что будет 4 рулета. Отправляю часть начинки сверху на будущий рулет и сворачиваю при помощи пергамента в такой тонкий воздушный рулетик. И сразу же накрываю пергаментом, чтобы он не засыхал. Теперь миска снова у меня чистая, сухая, и я приступаю к приготовлению следующих еще 3 рулетов. Щепотка соли, взбиваю яйца. Когда они взбились, добавляю сахар 2 столовых ложки и 2 столовых ложки муки. Разравниваю, 10 минут, корж готов. Смазываю корж, пока он горячим, сразу же обязательно это. И сворачиваю в рулет. Если краи немножко там крошатся, это ничего страшного, там в торте потом этого видно не будет. Но главное не передержать в духовке этот рулет, потому что он очень тонкий и быстро готовится. 4 рулета я испекла, теперь готовлю кофейные коржи. 3 яйца вбиваю тоже в сухую чистую миску. Надо сахар, мука, сметана, какао, сода и уксус. Соду будем гасить уксусом. Взбиваю 3 яйца. Когда они взбились, побелели, увеличились в объеме, добавляю стакан сахара. Все хорошо перемешиваю, взбиваю еще буквально 3 минуты. Масса побелела, стала вот такой густой. И теперь надо смешать сухие компоненты. Тут у меня 2 стакана муки, стандартные 250-граммовые, и 3 столовых ложки какао. Перемешиваю сухие компоненты в миске и небольшими порциями добавляю к взбитым яйцам с сахаром. Так всю муку с какао.
Все вымешиваю. Теперь чайная ложка с горкой соды и добавляю 2 столовых ложки уксуса. Уксус всегда беру яблочный, натуральный. Все перемешиваю, и теперь сюда мне осталось добавить только стакан сметаны. Добавляю сметану и все хорошо перемешиваю венчиком. Получилось тесто еще для 2 коржей кофейных. Визуально тоже тесто делю на 2 части и выпекаю в духовке. Температура 180 градусов, где-то 15-20 минут. Коржи у меня готовые. Теперь займусь приготовлением крема. Желейной прослойки. В начале видео я уже добавила в желатин стакан воды кипяченой. Добавляю еще стакан кипяченой воды. Отправляю сотейник на огонь, чтобы желатин, на самый медленный огонь, чтобы он растворился. Далее литр сметаны. Сметана у меня домашняя. Обязательно должна она быть без кислинки. Добавляю стакан сахара и немножко ванили на кончике ножа, просто для аромата. Это делать не обязательно, но так вкуснее и ароматнее. Теперь хорошо взбиваю миксером. Желатин уже растворился практически. Сметану взбиваю, и получается, что на этот большой глубокий противень, такой огромный торт, должно быть 1,5 литра жидкости. Из них литр сметаны и получается пол-литра воды, которых мы добавили вот сюда в желатин. Вместо воды можете добавлять молоко. Это в том случае, если у вас сметана покупная. У меня домашняя, очень жирная и калорийная, поэтому я смело добавляю пол-литра кипяченой воды получается. Желатин ввожу тонкой струйкой и миксером все хорошо вымешиваю до однородного состояния. Все, крем у меня уже, или желейная прослойка будущая, готова. Приступаю к сборке торта. В глубокий противень застилаю пергаментом, переворачиваю кофейный первый корж, на который выкладываю бисквитные рулеты, смазанные маком, швом вниз. Стараюсь, чтобы рулеты были на равных расстояниях друг от друга, так как между рулетами мы будем потом будущий торт разрезать. Все, распределила. Справа и слева я еще дополнительно укладываю листки пергамента, чтобы желейная прослойка никуда не просачивалась. Все, заливаю теперь все желейной прослойкой. Накрываю теперь сверху коржом вторым кофейным. Снимаю пергамент, придавливаю хорошо и вот остатками из краев торта немного смазываю, чтобы он был более влажным и мокрым. Сверху присыпаю немного какао и кокосовой стружкой, это по желанию. И когда торт застыл, обязательно я срезаю вот эти краешки, потому что противень огромный и краи будут неровные. Вот эти бока все обрезаю со всех сторон. Эти обрезки не менее вкусные получаются, они не пропадут, мы тоже их скушаем. Я их нарежу, и мы в первую очередь, пока перед подачей для гостей, мы скушаем вот эти обрезки. Разрез делается между рулетами. Достаю вот такую замечательную полосочку торта и нарезаю. Вот посмотрите, как он шикарно смотрится в разрезе. Нежные, тонюсенькие бисквитный рулет, смазанный маковой начинкой. Вот эта желейная прослойка, очень воздушная, нежная. Нарезается, и торт имеет вид пирожного. Очень надеюсь, что рецепт вам пришелся по душе, и вы порадуете своих родных и близких таким замечательным тортом на праздники. Не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Для меня очень важна ваша поддержка. А я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых интересных видео.